Привет, друзья, это канал Илон Маск и новостной выпуск номер 220. Для кого-то 220 это напряжение, а для нас 220 недель подряд и 220 роликов с интересной информацией. Будем считать, что лайк за стабильность я выпросил, а в этом дайджесте много запусков. Tesla запускает суперчарджеры для всех, SpaceX запускает Skynet, а Илон Маск продает акции Tesla. С новостей про Tesla мы начнем. Tesla работает над перемещением профилей водителей в облачное хранилище, чтобы синхронизировать их между автомобилями. Это упростит жизнь везунчикам с несколькими Теслами и тем, кто арендует автомобили или использует их вместе с соседом и мамой. Больше не нужно будет менять настройки по 10 раз. Удобная штука. Релиз этой функции уже не за горами. Упоминание о ней в новом обновлении ПО обнаружили пользователи сайта noteteslaapp.com. Упрощать жизнь людей и повышать ее качество – девиз не только Tesla, но и многих других компаний, работающих с технологиями. Они постоянно немного меняют наш быт. Так, например, в прошлом году появились электронные медицинские карты, и уже месяц, как проезд в метро можно оплатить телефоном с Face ID. Если вам тоже интересно совершать технологические революции, предлагаем обратить внимание на курс от нетологии Data Scientist с нуля до middle. Представьте, вот захотелось вам создать новый агрегатор такси с умной системой расчета заказов, правильной подачей по дальности водителя и прочими полезными фишками. Для всего этого нужны специалисты по Data Science, и вы можете стать одним из них. На курсе вы научитесь работать с аналитикой, нейронными сетями, Big Data, а еще освоите ключевые мягкие навыки – коммуникацию в команде, целеполагание и эмоциональный интеллект. По итогу у вас будет более 16 кейсов в портфолио, фидбэк от экспертов, доступ в профессиональные сообщества и помощь в трудоустройстве. Нетология – это образовательная платформа, которая поддерживает на пути к переменам. Это возможно благодаря общению с экспертами и командой сопровождения, быстрым ответам на вопросы и задания и гибкому подходу на всех этапах обучения. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на курс Data Scientist с нуля до middle и освойте новую востребованную профессию. А по промокоду MASK у вас будет скидка 45% на курс Data Scientist с нуля до middle и другие платные курсы нетологии. Возвращаемся к Tesla. NHTSA официально, в кавычках, отозвала почти 12 тысяч Tesla из-за проблемы с обновлением ПО. Она приводила к ложной активации автоматического экстренного торможения и предупреждением о лобовом столкновении. Но на самом деле никакого физического отзыва автомобилей не было. Проблему быстро устранили, обновив ПО по воздуху. А кто-то еще нас за кликбейт и хейтит. Вон управление что творит. Также стало известно, от чего между Tesla и Hertz возникли разногласия. Hertz ожидали, что автопроизводитель сможет доставить заказ на 100 тысяч автомобилей до конца года. Tesla, по-видимому, не планирует оказывать Hertz особого отношения. Цена на автомобили будет для компании такая же, как и для обычных клиентов. И никакой внеочередности Hertz также не получит. Поставки будут осуществляться в соответствии с обычным графиком. Говорят, что компании еще как-то пытаются договориться о сроках поставки, но акции Tesla на этом фоне успели соскользнуть вниз еще на той неделе. Зато Uber уже решил добавить Tesla в программу платы за чистый воздух, чтобы ускорить электрификацию своего лондонского автопарка. Плата за чистый воздух добавляет 3 пенса к каждой миле поездки пассажира в Лондоне. Таким образом, Uber уже собрал более 184 миллионов долларов. За счет этих денег компания смогла предложить своим водителям электромобили Kia и Nissan в пользование со скидкой. Теперь Uber добавляет в схему Tesla. На них водителям также предложат более привлекательную цену. Запас хода некоторых Model 3 и Model Y 2022 модельного года изменился за счет колес. То же самое произошло с ценами, но это уже почти регулярная рубрика в наших дайджестах, можно даже не удивляться. Но вы все равно немножко удивитесь, пожалуйста, просто чтобы нам было приятно. Вместе с обновлением базовой цены изменились расценки на варианты окраски. Оттенок Solid Black стал на $500 дороже и теперь стоит $1500. А вот Midnight Silver Metallic добавили в качестве
качестве стандартной опции. Так что теперь у Tesla есть два варианта базовой окраски – серебристо-серый и жемчужно-белый. Прям сплошные драгоценности. Обновились не только цвета, но и ПО. В обновлении появился Tidal, не самый популярный стриминговый музыкальный сервис, зато с потрясающим качеством звука. Также в обновлении появилось сохранение настроек климат-контроля при очистке льда и снега, британский английский и несколько других фишек. Еще стало известно, какие изменения внесли в обновленную Model X. Плотность энергии увеличилась до 186 Вт-час на килограмм. Общая энергоемкость снизилась со 103 до 100 кВт-часов. Но на запас хода это не повлияло, так как сам аккумулятор стал на 40 кг легче. Рабочее напряжение батареи увеличилось с 360 до 410 вольт. Ну и дальнобойная версия X получит двигатели, как у Plaid, а они значительно мощнее предыдущих. Tesla выпустила домашнее зарядное устройство, которое работает со всеми электромобилями в Северной Америке, а не только с Tesla. Его можно установить внутри или снаружи здания и настроить мощность под себя. В первую очередь устройство предназначено для всех остальных электромобилей, но владельцы Tesla могут использовать его с адаптером. Но компания все-таки рекомендует использовать обычное фирменное зарядное устройство Tesla, а то это какой-то очень странный костыль получается. Также Tesla дарует владельцам других электромобилей с разъемом CCS зарядку на суперчарджер. Пилотную программу запустили на 10 пунктах в Нидерландах. Для зарядки водители должны загрузить приложение Tesla и выбрать вариант «Зарядить не Tesla». Началом и концом зарядки тоже нужно управлять через приложение, никто не сделает этого за вас. Tesla предупреждает, что зарядка для электромобилей других автопроизводителей будет стоить дороже. Изменения станций и разработка ПО бесплатными не бывают. Тарифы отличаются в зависимости от места, а плата за киловатт-час может быть снижена при наличии членства. Также кабель суперчарджер может доставать не до всех электромобилей, особенно это касается Porsche Taycan. Tesla просит парковаться так, чтобы не перекрывать доступ к другим стойкам зарядки. Ну а владельцы Tesla будут пользоваться зарядками как обычно и могут сообщать компании об очередях и спорных ситуациях. На этой неделе Tesla выпустила обзор, и это не анбоксинг, не бьюти-туториал, а рассказ о своей работе в Канаде. В Онтарио создают производственное оборудование для заводов компании, те самые машины, которые делают машины. В Канаде на Tesla работает более 1200 человек. Там не производят автомобили, но без работы местной команды производству пришлось бы туго. На самом деле Tesla даже собирается открыть новый завод, выпускающий оборудование для производства аккумуляторов в канадском городе Маркхэм. Tesla об этом молчала, но проболтался мэр Маркхэма, и его сложно винить в желании рассказать о такой новости. Думается, что именно из Канады на Гига-Техас прибыл интересный груз – оборудование для линии производства анодов и катодов для аккумуляторов. Tesla считает, что усовершенствование анода приведет к снижению затрат на 5%, а снижение затрат – это всегда приятно. Также Tesla приобрела стартап Seal Lion из Колорадо и получила новый патент на кремниевый анод для батареи. По мнению экспертов, кремниевый анод может увеличить запас хода электромобилей на 25%, а увеличение запаса хода – это чуть менее приятно, чем снижение затрат, но тоже приятно. Tesla заключила 3-летний контракт на поставку лития с китайской компанией Ganfeng Lithium Co., крупнейшим в мире производителем лития для аккумуляторов. Количество лития не уточняется, но делать бизнес Tesla и Ganfeng начнут в 2022 году. А еще, по слухам, Tesla готовится открыть новый завод в Китае. СМИ сообщают, что автопроизводитель уже даже выбрал конкретное место – Циндао. Компания слухи о выборе локации опровергла, а вот о планах на второй завод нет. Более того, глава Tesla по связям с правительством и общественностью в Китае заявила, что Tesla продолжит увеличивать свои инвестиции в Китай. Ждет ли нас Гига Циндао? А может Гига Чунцин или даже Гига Пекин? Владелец Model S Plaid Райан Хубер успешно снял руль-штурвал и заменил его обычным рулевым колесом Model 3. Для того, чтобы руль работал на другой модели, Хуберу пришлось написать кастомную прошивку. Райан стал первым человеком, которому удался такой трюк. Продавать технологию он не будет. Хубер просто поделился процессом на форуме.
Недавно тут Tesla поучаствовала в настоящем боевике. Режим караульного и камеры наружного наблюдения подробно засняли нападение грабителей на фотографа Луиса. Припарковавшись около своего дома, фотограф заметил, что кто-то приблизился к машине сзади. Он посигналил и услышал резкий удар по стеклу. Один из грабителей украл сумку для фотоаппарата, второй достал пистолет, затем оба попытались скрыться. Луис начал преследовать подозреваемых на Тесле и протаранил автомобиль грабителей, приготовленный для бегства. Потом один из преступников направил пистолет фотографу в лицо и выстрелил. Луиса спасла его семья, но теперь он боится заниматься фотографией и создал петицию, призывающую производителей фотоаппаратов добавить в аппаратуру системы защиты против краж. Одного из преступников удалось задержать. Он потерял ботинок. Золушка, блин. Хорошая новость про Tesla Energy далее. Tesla запускает новую солнечную черепицу с большей эффективностью и мощностью. Раньше на крышах устанавливали черепицу мощностью 58,5 Вт. У новой черепицы максимальная выходная мощность составляет более 71 Вт. И это при том, что размер самой плитки никак не изменился. Потенциально новая плитка упростит процесс монтажа всей системы солнечной крыши. Плиток нужно меньше, электрических соединений между ними тоже. На уже существующих крышах черепицу тоже можно установить. Удобненько. А мы переходим к SpaceX. Из-за неблагоприятной погоды запуск миссии Crew 3 снова откладывается, теперь до 11 ноября. Тем временем экипаж миссии Crew 2 покинул МКС после полугода в космосе. Но станция без присмотра не осталась. Там находятся космонавты Антон Шкаплеров, Петр Дубров и Марк Ван де Хай. Ликуйте, поклонники SpaceX, плачьте, фанаты Blue Origin. Компания Джеффа Безоса проиграла иск против НАСА. Контракт на создание и запуск лунного посадочного модуля окончательно ушел SpaceX. Джефф Безос признал поражение в Твиттере. «Это не то решение, на которое мы надеялись, но мы уважаем решение суда и желаем НАСА и SpaceX полного успеха в работе по контракту», написал он. Илон Маск был менее многословен, но более красноречив. Он закинул картинку с кадром из фильма «Судья Дредд» с подписью «Ты был осужден». Типичный Илон. А теперь кликбейт. Мы все допрыгались. SpaceX запускает Skynet. Правда, совсем не тот, что в Терминаторе. На самом деле, Министерство обороны Великобритании заключило со SpaceX контракт на запуск военного спутника связи Skynet 6A. С фильмом он никак не связан. Великобритания развернула первый спутник Skynet в 60-х. Skynet 6A рассчитан на работу в течение 15 лет и будет стоить Великобритании почти $680 миллионов. Его запустят в 2025 году. Можно выдохнуть. Пока что. Falcon Heavy в следующем году будет гореть на работе. У большой-большой ракеты запланировано много-много миссий. Минимум 3 для космических сил США, 1 для стартапа Astranis и 1 для НАСА. Правда, 2 из 3 миссий для военных ждут своего часа уже больше года, но чего уж, у всех бывают проблемы с дедлайнами. Starlink наконец-то запускается в Мексике. SpaceX зарегистрировала там филиал и получила все разрешения. Компания предупредила клиентов, что заказы будут выполняться в порядке очереди, и отгрузка оборудования может быть завершена в 2022 или даже в начале 2023. Ну, как там пелось, смерть стоит того, чтобы жить, а Starlink стоит того, чтобы ждать. Под конец блока новость не совсем про SpaceX, но достойная внимания. Если помните, пивоварня Самуэль Адамс запустила в миссии Inspiration 4 30 килограммов хмеля. Теперь из этого самого хмеля сделают пиво Spacecraft IPA. Упаковка из 4 штук стоит $22.33. Ровно столько времени хмель провел в космосе – 2 дня, 23 часа и 3 минуты. Лимитированное космическое пиво можно заказать на сайте Самуэль Адамс и забрать из Бостона самовывозом с 16 ноября. По остальным США его может доставить специальный сервис доставки пива. Ну и про Илона Маска в конце. Илон Маск запустил опрос в Твиттере, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla. Маск уточнил, что в любом случае последует результатам опроса, и что у него нет денежной зарплаты или бонуса, только акции. Платить налоги Илон может только продавая их. По итогу почти 58% из 3,5 миллионов участников опроса проголосовало за вариант «да». Разумеется, результат повлиял на стоимость акций Tesla.
Тесла. Они упали на 5-7%. Чтобы вы понимали, 10% от пакета Илона Маска – это приблизительно 21 миллиард долларов. Сам Илон изменил место жительства в Твиттере на Трольхайм и поменял никнейм на Лорд Эдж. Вообще, Эдж-лордами обычно называют тех, кто любит вкидывать спорные высказывания ради всеобщих волнений. Но в сети уже появилась версия, что Лорд Эдж – это анаграмма от старшего Доги. Как думаете, где истина? А пока вы размышляете и ставите лайки под этим роликом, мы благодарим подписчиков, которые подогревают нас донатами этими холодными осенними вечерами. Канал Илон Маск всегда с вами. Скоро увидимся!